Сегодня я буду готовить французский хлеб. Он очень прост в приготовлении. Для этого нам понадобится 100 грамм стопроцентной пшеничной активной закваски, 205 грамм холодной воды, муки высшего сорта пшеничной с белком 12,5-13%, 335 грамм, 16 грамм сахара, 6 грамм мелкой морской соли, а также я буду использовать оливковое масло 13 грамм. Его можно заменить сливочным маслом, тогда необходимо взять чуть больше 16 грамм, и вкус у хлеба будет более сливочный. Выливаем всю воду в миску для смешивания. Затем добавляем закваску. Закваска вот такая активная, вся пронизана пузырями. Немножко распускаем в воде закваску, перемешиваем ее. Затем высыпаем всю муку, и я буду вымешивать миксером на медленной скорости 1-2 минуты до полного увлажнения муки. Можно вымешивать руками. Как только мука увлажнилась и тесто собралось в ком, останавливаем миксер, закрываем сверху пакетом и оставляем на аутолиз при комнатной температуре на 40-60 минут. Через час я начинаю основной замес. Добавляю сахар, соль и вымешиваю до полного их растворения на средней скорости. Как только все ингредиенты соединились, я постепенно начинаю добавлять масло и вымешиваю еще примерно 5-6 минут на средней скорости. Если вымешивать руками, это может занять на несколько минут дольше. Замешанное тесто очень гладкое, мягкое и эластичное. Я перекладываю в миску для брожения, немного смазанную оливковым маслом. Брожение будет 3,5-4 часа. В начале брожения, каждые 30 минут, 3 раза необходимо сделать обминку. Это у меня первое складывание. Я буду складывать от краев к середине, растягивая тесто вверх и в стороны. Таких складываний я еще повторю 2 с промежутком 30 минут. Тесто у меня бродит при температуре 23-26 градусов. Тесто у меня пробродило 4 часа, оно хорошо поднялось, все пронизано пузырями. Немножко присыпаю мукой тесто и рабочую поверхность. Выкладываю тесто на стол, округляю немного, закрываю сверху миской и оставляю на столе, чтобы клейковина расслабилась на минут 10-15. Теперь я формую буханку продолговатой формовкой. Лопаем большие пузыри на поверхности. Переношу в корзинку для расстойки, немного присыпанную мукой.
закрываю сверху пакетом и оставляю на столе на 20-30 минут. После этого переношу в холодильник и расстойку буду делать при температуре 5-10 градусов в течение 8-14 часов. Тесто провело у меня в холодильнике 14 часов. Переношу на пергаментную бумагу, делаю большой надрез и буду выпекать. Первые 15 минут выпекаем под крышкой либо с паром при температуре 250 градусов. Затем снимаем крышку, опускаем температуру до 230 градусов и допекаем еще 15 минут. Хлеб получается очень вкусный, воздушный, с большим количеством пор. Он понравится всем. За счет добавления масла в тесто мякиш получается очень нежный и воздушный. Я пробовала готовить как с оливковым, так и со сливочным маслом. Оба варианта мне очень нравятся. Разница лишь получается немного во вкусе.